Role-Playing Game, RPG, RPG, ролевая игра. Как его ни называй, но игры в этом жанре уже давно пополняют наши полки стоящими экземплярами, дарят нам захватывающие сюжеты и интереснейший геймплей с закрученными системами прокачки. Вы наверняка уже вспомнили десяток любимых проектов в этом жанре. Интересно, а какая RPG была вашей первой? Алоды? Герои меча и магии? Диабло? Fallout? Конечно, ведь наш прекрасный рынок видеоигр не позволил нам вместе с остальным цивилизованным миром насладиться рождением двух гигантов в жанре RPG в конце 80-х годов. Не исправился он и в начале 90-х. Поэтому сегодня я хотел бы поговорить о Final Fantasy и Dragon Warrior для NES. Эти замечательные игры объединяет очень многое. Посмотрите на обычный картридж для NES с обратной стороны. А теперь взгляните на эти. Заметили, что этикетка с предосторожностями на них золотого цвета? Почему? Да, все просто. Это означает, что такие картриджи могут сохранять игровой процесс благодаря встроенной батарейке. Да, в игре 89-го года можно сохраняться. А мы такую возможность получили только через 6 лет, благодаря Super Nintendo. А у кого из наших родителей хватало на нее денег? Ладно, неважно, давайте начнем с игры Dragon Warrior. В 1982 году в Японии компания Enix спонсировала конкурс по программированию видеоигр. Там-то и повстречались будущие создатели самой популярной в Японии серии RPG. Главным призом было путешествие в США и посещение Apple Fest 83 в Сан-Франциско, куда в результате и отправился Юдзи Хори, будущий отец серии. Там он открыл для себя серию компьютерных игр Wizardry, и загорелось у него желание представить жанр RPG широкой японской аудитории. Так и началась разработка игры, которая вышла в свет в 1986 году для Famicom и получила название Dragon Quest. Помимо Wizardry, на создателя сильно повлияла концепция геймплея игры Ultima. В результате этого симбиоза и родилась игра, ставшая новым словом в мире RPG. Спустя 3 года игра появилась в американском регионе и была переименована в Dragon Warrior. Почему? Для того, чтобы избежать нарушения авторских прав, ведь на тот момент в Америке существовала настольная игра Dragon Quest и соответствующая торговая марка. А ведь 3 года для гейм-индустрии срок не маленький, поэтому в американскую версию были внесены некоторые изменения. Была улучшена графика, появилась та самая встроенная батарейка, и тогда как японский Dragon Quest вынуждал игрока записывать длинные пароли, тут уже была возможность сохранять игру. Также в Famicom версии спрайты персонажей были меньше и всегда повернуты лицом к играющему. Из-за этого приходилось в меню вручную выбирать, в какую сторону совершить действие. Сами посмотрите, сейчас без смеха над такое не глянешь. В наше время такое поведение прощают разве что доктору Зоидбергу из Футурамы. В целом, изменения, внесенные в Dragon Warrior, пошли ему только на пользу, за исключением титульного экрана. Ну как можно было поменять это вот на это? Ладно, давайте играть. Prepare thyself well, Dragon Warrior. Thy most challenging quest ever awaits. Go with speed, but go with patience. Seek out an arsenal, a dragon scale, a torch, and magic herbs. Use wisdom and cunning to choose thy commands, for the Dragon Lord is a fierce rival. Horrible and treacherous minions all guard the Evil One's island. Art thou ready, young one? Yes, King Lord. And so begins a new epic, Dragon Warrior. Nintendo, now you're playing. Сюжет очень прост. Будучи потомком некого Эрдерика, герою необходимо найти Ball of Light, то есть шар света, с помощью которого его предок сражался с силами тьмы. Шар этот похитил Dragon Lord, которого с помощью этого шара и необходимо победить, чтобы воцарился мир на всей земле.
Забавно, но король не упомянул, что его дочь уже как полгода была похищена и что ее тоже хорошо было бы спасти. Зато стражи и другие обитатели замка охотно делятся с вами этой информацией. Юджи Хории продумывал игровой дизайн так, чтобы человек, никогда не читавший инструкций и не проходивший туториалы, сразу бы разобрался в игре. Таким образом, мы и получили это меню. Столь же прекрасное, как и отвратительное. Ну, оно, конечно, очень удобно для просмотра статуса персонажей, инвентаря, списка заклинаний. Но нафига, простите, каждый раз открывать это меню, чтобы поговорить с кем-то или открыть сундук? Или разработчики думали, что я буду пробовать поговорить с сундуком или открыть собеседника? Зачем нужен отдельный пункт для спуска по лестнице? Если бы я не хотел спускаться, я бы не стал на нее наступать. Другое дело вот это меню. Ничего лишнего. Вот он, элемент прокачки, который сейчас у многих ассоциируется с РПГ в первую очередь. А качаться вам придется поначалу на смайлах, то есть на слаймах. Хотя одни от других недалеко ушли. Кстати, этих персонажей знают даже некоторые мои друзья, которые ни разу название Dragon Quest не слышали. Слайм еще станет символом серии и получит собственную игру. Так вот, если блуждание по миру здесь как в Ultimate, то боевая система взяла лучшее из Wizardry, то есть пошаговый бой с выбором ваших действий. Тут, помимо обычного удара и айтемов, можно использовать заклинания. Заклинания можно получить только путем прокачки, то есть на строго определенных уровнях персонаж получает заранее определенные заклинания. Монстры не иссякают, слава рандом энкаунтеру. Долго не получали уровень, дуйте к королю, он подскажет, сколько осталось экспы до следующего, заодно и сохранитесь. Ведь умерев, вы встанете перед нелегким выбором – загружаться или потерять половину заработанных монет. А тебе еще, между прочим, экипировку покупать. Но недолго осталось вам гулять под ярким солнцем. Рано или поздно приходит время спускаться в пещеру. И тут вы с ужасом понимаете: ни хрена ж не видно! И в этот момент становится понятно, зачем вам нужен этот, как его, торч, ну, фонарь, факел, во. Ну зря, что ли, он все это время в инвентаре-то валялся. Юзаем факел, видим ровно на 1 метр вперед. Но тоже неплохо. Ну, тут нужна либо суперпамять, чтобы ориентироваться и не ходить по кругу, либо лезть в инет за готовыми картами. Но какой интерес? Зачем? Нет, да и в то время в интернете все не было как на ладони. Хотя и были печатные издания этих самых карт в том же Nintendo Power. Но зачем лишать себя такой огромной доли интереса? Я решил проблему тетрадью в клетку. И начал, осторожно ступая по подземельям, переносить карту на бумагу. О да, может некоторым это покажется даже глупо, но мне очень нравилось, и я, позабыв о сне и еде, заполнял клетку за клеткой. Выход живым на свет, да еще и с кучей экспы, после этого был просто верхом крутоты. Кстати, потом появится очень полезное заклинание Radiant, которое помогает видеть аж на 3 метра. Довольно скоро вы встретите дракона, который и виновен в пропаже принцессы, но получив от него задорных люлей, отправитесь мимо по своим делам. Так, бегая от города к городу и решая небольшие головоломки, собирая предметы и пытаясь сдвинуть с места очередного болвана, заградившего выход, вы все-таки освободите принцессу, которая сразу же влюбится в тебя и сделает подкаблучником. Она всегда будет знать, в каком кабаке ты сейчас болтаешь с милой девицей. Ладно, шучу. На самом деле это один из квестов, и она просто помогает вам узнавать свои координаты относительно замка. Квест за квестом, пещера за пещерой, и так вы обязательно подберетесь к Дрэгонлорду. На самом деле игра довольно короткая для жанра, часов за 15 я ее прошел. Эх, представьте, если бы вы получили такую игру на свою любимую Дэнди.
今ニューファミコンに出会う。ニューファミコンで蘇る伝説の物語、攻略本付きファイナルファンタジー1-2一つになってアンコール発売。 Final Fantasy. От этой игры у меня нет ни коробки, ни инструкции. Ну, потому что они стоят в 2 раза больше, чем сама игра. Ну ладно, к предыдущей игре мне не нужна была инструкция. Final Fantasy была выпущена компанией Square в 1987 году, а локализована в американском регионе в 1990. Но вот для нее 3 года были небольшой помехой. Ведь по сравнению с Dragon Warrior она ушла очень далеко. Вот смотрите, 4 персонажа вместо одного, при этом для каждого можно сразу же выбрать класс. Хоть разных бери, хоть 4 воинов, дело за вами. Ладно, вперед. Визуально геймплей тот же, но с первых минут понимаешь, насколько в управлении все просто и продумано. Никаких лишних действий. Если надо открыть дверь, подошел, нажал кнопку А, открыл. Хотите спуститься по лестнице, просто встаньте на ее изображение. Но через некоторое время начинаешь понимать, что тут уже без инструкции не справиться. В этом Талмуде описано все о классах персонажей, о магии, которая тут 2 видов, черная и белая, об айтемах и ведении боя. И целых 70 страниц буквально пошагового прохождения игры, чтобы, так сказать, вникнуть в процесс. И тут уже выбор за вами. Либо потратить еще 20 баксов, либо скачать отсканированную инструкцию. Завязка сюжета вполне эпична. 4 воинам света предстоит вернуть силу 4 сферам – земли, огня, воды и ветра. А затем и восстановить мир, победив силы тьмы. Но первый квест классика – спасти принцессу. Поэтому направляемся из замка в пещеру, а по дороге познакомимся с боевой системой игры. Какое же все-таки разнообразие, благодаря тому, что герой не одинок, а их целых 4. Можно накладывать дружественные заклинания на своих персонажей, лечить, воскрешать. Все просто замечательно. Дойдя до пещеры, становится понятно, что запасы на пределе и нужно возвращаться назад, купить экипировки с лечилками, а заодно и сохранить игру в ИНН. Так пробегать туда-сюда мне пришлось раза 3. Затем я вошел в пещеру и тут же отхватил от ее обитателей. Да это просто небо и земля, какие монстры снаружи и какие внутри. Качаться, качаться, качаться. Наиграв часа 3-4, а то и больше, если умирать и терять прогресс, вы все-таки победите негодяя Гарланда и освободите принцессу. Благодарный король смилуется и отдаст приказ построить мост до основного континента. Ну что ж, вперед и только вперед! Титры. Ну, похоже, все, закончилась последняя фантазия. 3-4 часа на прохождение, ну, неплохо для NES игры. Стоп. А как же достроенный мост, основной континент и сферы? Титры оповещают нас лишь о начале путешествия. Пролог закончен, все еще только впереди. Проходить эту игру я начал 2,5 месяца назад. И я до сих пор ее прохожу. Ранее я полностью проходил один из ремейков первой Final Fantasy, и тем не менее оригинал заставляет меня сильно попотеть. Еще один момент, который не слабо впечатляет играющего, это метелки в Матояс Кейв, а точнее то, о чем они говорят. Ткелес би хсап. С первого взгляда ерунда какая-то, но метелки умеют не просто разговаривать, а произносят слова задом наперед. Если перевернуть, получается push be select. И в этот момент я, испытывая одновременно великое счастье и безразмерный ужас, понял, насколько затянется прохождение. Нажав B и Select, я увидел, что та часть карты, которую я до сих пор исследовал, ничтожная капля в этом огромном и беспощадном мире Final Fantasy.
Различные транспортные средства, конечно, облегчат перемещение по карте, но тем не менее впереди еще много часов блужданий по селениям эльфов, шахтам гномов и прочим уголкам этого мира. Отдельно хотелось бы поговорить о музыке в этой игре. Написана она была всем известным Нобуо Уэмацу и порой принимает поистине гениальные формы. Настолько, что некоторые мелодии побывали уже в десятке игр серии, меняя лишь стиль своего звучания, но не саму его суть. Простой пример – Фанфеа. Мелодия победы. Вот, послушайте. А теперь немного о фан-сервисе. В одном из номеров журнала Nintendo Power был опубликован конкурс, победители которого, помимо всего прочего, получали сферу с эмблемой игры внутри. Всего было выпущено 50 таких сфер, и Square объявила о том, что форма изготовления сломалась после их производства. Так вот, сейчас у серьезных коллекционеров появилась возможность приобрести себе этот ценный экспонат в свою коллекцию. Всего за $136 тысяч. Вроде бы инструкция к игре уже и не кажется такой дорогой. Держите еще один забавный факт. В городе эльфов можно найти могилу, в которой похоронен Эрдерик. Да, вот так, похоронив главного героя Dragon Quest, Square показала компании Enix свои намерения в плане рынка RPG игр. Сейчас, по прошествии лет, это более чем смешно, потому что ни Square, ни Enix давно уже нет. Ведь в 2003 году компании объединились под названием Square Enix. И обе серии игр имеют единого издателя и множество взлетов и падений за своими плечами. Но тем не менее, игры раскупаются миллионными тиражами, и каждая, конечно же, находит своих преданных фанатов. Новые игры, конечно, хороши, но классику нужно знать и любить. И хотя эмуляторы штука удобная, все же клавиатура и возможность сохраняться в любой момент не дадут вам по-настоящему прикоснуться к этой эпохе, почувствовать силу этих игр. Но выбор все равно только за вами. Да свали ты уже отсюда, неопознанная летающая пропаганда пиратства! Почему? Да, все просто. Это означает то, что такие картриджи могут сохранять игровой процесс благодаря встроенной батарейке.